Всем привет, с вами Хейзл. Самая важная часть правильной прокачки это, конечно, советники, и причина низкой репутации или урона, как правило, именно в их неправильном выборе. Кстати, одно из следующих видео будет посвящено самым частым ошибкам игроков. Ну а если у вас тоже есть идеи для новых роликов, обязательно напишите их в комментариях. В игре сейчас 62 советника, которые можно разделить на определенные группы. Ссылку на таблицу я оставлю в описании. Первая самая многочисленная это стандартные советники. Все они отличаются малым количеством звезд талантов, отсутствием или труднодоступностью наложниц, и прокачивать их стоит только по минимуму, и уж точно не делать их самыми сильными. Исключением является Мерзив, советник доступный всем в первый день и один из лучших выборов для ресурсов. Тут он конкурирует с советниками Насухом, Герцогом и Карамуром. Вообще советники с наложницей это страшная сила, поэтому к ним нужен тщательный подход. Споры по поводу того, кто из них является лучшим, ведутся очень долго, и, к сожалению, правильного ответа тут нет. Все дело в изменении приоритетности ресурсов. Если в начале игры золото является самым главным ресурсом, которого постоянно не хватает, то уже спустя месяц-два игры его становится слишком много, и наука отходит на второй план после культуры. Именно поэтому и Мерзиф и Насух не являются лучшим выбором с точки зрения именно культуры, ведь их значение этого таланта минимально. Герцог же, хоть и лучший по части культуры, предлагает только 3 звезды политики, которые необходимы для призыва солдат, поэтому выбрав его, можете столкнуться с нехваткой провианта. Зато у него целых 9 звезд тактики, что после прокачки наложницы также станет хорошим бонусом в кампании крепости. Карамур же универсал, все 24 таланта у него распределены равномерно, что и хорошо, и плохо. Помимо распределения звезд, стоит обратить внимание на другие факторы. Например, если вы не донатите много в игру, или делаете это буквально раз в месяц по праздникам, то ваш выбор сведется только к Мерзифу и Насуху. Из этой пары я бы выбрал Мерзифа из-за политики, которая в битве Ляса будет полезна, и в сборе солдат. Ведь чтобы получить Карамура с наложницей за месяц игры, понадобится покупать в среднем почти по $2 набора в день. А если захотите заполучить герцога с подружкой, то и все три. Поэтому если вы не сидите на золотой жиле, то смело берите советника поскромнее и не откладывайте прокачку, теряя время и ресурсы. Следующая группа это VIP-советники, которых можно получить за определенный VIP-уровень. Не буду на них останавливаться, ведь люди, вкладывающие много денег в игру, смогут выбрать гораздо более крутых ребят. А эти пригодятся разве что для красоты и понтов, да и получить их могут единицы. Чего, конечно, не скажешь о Великой Пятерке, лучших и самых популярных советниках-тактиках для начальной стадии игры. У всех по 8 звезд тактики, немного по-разному распределены 9 звезд в остальных талантах. Но что особенно хорошо, это быстро растущие бонусы гармонии. Собрав всех пятерых, что в принципе происходит довольно быстро, вы получите уже 100% бонуса к тактике для каждого. А дальше каждое улучшение конкретного советника за жетоны пятерых будет добавлять ему по 5% ко всем параметрам. Из плюсов отметим и доступность. Жетоны пятерки выдаются во многих рейтингах, событиях, в каждом наборе за донат. Достаточно выгодно вливать жетоны тактики в одного из них, поднимая ему уже уровни и гармонию. Хоть максимальный процент бонуса и выше у наложницы, но поначалу базовые 100% точно помогут получить высокую репутацию. А уже исчерпав лимит талантов тактики у советника из пятерки, можно переключиться и на выбранного советника с наложницы. Советников Великой Четверки многие не любят за труднодоступность. Список мест и количество выдаваемых жетонов действительно значительно меньше, чем у пятерки, но эти ребята задумывались скорее для поздних стадий игры. Они обладают высоким числом звезд тактики и политики, и за собранных четверых дадут 80% бонуса к этим умениям, а прокачка избранного жетонами четверых добавит 8% за каждый уровень. Но действительно, я бы не рекомендовал слишком увлекаться четверкой, ведь следующая группа советников и сильнее, и универсальнее. Легенды тоже четверо крутых ребят, общее число талантов у каждого в целых 2 раза больше, чем у Великой Четверки, и гармония дает гораздо лучшие бонусы ко всем умениям. Легенды хороши для тактики и для ресурсов, обладают хорошим потенциалом, но получение их жетонов ограничено лишь некоторыми акциями и событиями. Впрочем, играя их правильно, вы легко соберете эту легендарную четверку. Ну а чтобы узнать секреты, которые точно в этом помогут, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Скромно названной игрой «Гений» – мечта всех донатеров, причина целых сражений, разворачивающихся буквально за минуту. Трофеи иммерсированных рейтингов у Майли и Да Винчи. Для их получения копят ресурсы месяцами, и даже это не всегда гарантирует победу. Советники действительно хорошие в первую очередь числом талантов, целых 100. Также уникальными умениями. Да Винчи направлена на арену и Амайри на битву альянсов. Но что безусловно плохо, это их гармония. Если вы опять же не сидите на золотой жиле, то принять гармонию даже пару раз станет непосильной задачей. Каждый уровень дает только 15% бонуса к параметрам. Есть ли смысл в 100 талантах при 15-30% бонуса? Если легенда при 60 талантах предложит более 150, решать вам. Мое мнение по поводу этих советников. Если вы сильный вип-игрок, который может себе позволить выигрывать каждый месяц-два, то вам этот путь подойдет. Уникальные бонусы усилят и вас, и ваш альянс в целом в рейтинге арены или битвы альянсов, а 40 звезд талантов позволят прокачать шикарный урон. Если вы средний игрок с VIP 3-5, то один раз точно стоит накопить и заполучить себе гения. Тем более, что сейчас с осколками в наградах за места ниже первого сделать это уже гораздо проще.
Но если вы не донатите, ну или донатите раз в год по праздникам, то мой совет – не зацикливайтесь на них. Жертвовать месяцами прокачки кучи ресурсов, чтобы потом снова жертвовать репутацией ради лишнего боя на арене или бонусом к силе атаки, которую уже можно было бы прокачать за время копления, по-моему, оно того не стоит. Барбаросса – уникальный советник, о существовании которого многие, наверное, сейчас узнали в первый раз. Выдается на разделе достижений за взятие пиратской крепости. Советник, конечно, интересный, но разве что для вида редкой аватарки или коллекции. Малое значение талантов и бонусов в гармонии делает его практически бесполезным в сравнении с другими советниками, получаемыми на поздней стадии игры. И последняя группа советников – Защитница Империи. Самые сильные советники по одной причине – наличие и наложницы, и гармонии при 60 звездных талантов, позволяющие поднять репутацию буквально до небес. Группа не только формальна, гармония и жетоны для каждой свои и даются в определенных событиях акциях на достаточно старых серверах. Благодаря этому можно выбрать ту, жетоны которой получить проще лично вам, и стремиться именно к ней. Впрочем, благодаря их силе получить их будет непросто, но каждый рано или поздно должен заполучить хоть одну. Естественно, при этом придется начать прокачивать новую наложницу. Но обычно к моменту получения одной из защитниц у первого советника с наложницей достигают потолка развития и советник, и наложница, поэтому проблему это вряд ли составит. Сейчас защитницы всего 3, но уже анонсирована 4-я, Амина. Ее таланты вряд ли будут отличаться от 3 других. Видео получилось достаточно длинным, но хочу подвести быстрый итог. Самые большие бонусы предоставляет советник с наложницей. На начальной стадии игры при наличии амбиций донатера стоит обратить внимание на Герцога или Карамура, иначе ваш лучший выбор это Мерзив. Неплохим помощником в поднятии репутации станет и советник из Великой Пятерки. А уже продвинувшись в игре достаточно далеко, обязательно выходите на прямой путь к защитницам Империи. Если же до них еще долго, хорошим промежуточным выбором станет легенда, а стоит гнаться за гениями, решайте по своим возможностям. До встречи на просторах Султана.